Это не заповедник. Это настоящий ящик Пандоры, материк, укутанный 3-километровой толщей льда. Место, где средняя температура способна падать до -80 по Цельсию. Белая пустота — последний бастион планеты, куда почти не ступала нога человека. Территория, официально посвященная только науке и миру. Такова признанная версия. Спокойная, стройная и, возможно, самая глобальная ложь, которую рассказали человечеству в 20 веке. Потому что под этим ледяным панцирем, во мраке, не видевшем солнца 15 миллионов лет, скрываются аномалии, не вписывающиеся в школьную физику. Тайны, которые в разгар ядерной гонки заставили заклятых противников сесть за один стол и подписать уникальный документ. Договор, который не столько разрешает исследовать Антарктиду, сколько контролирует ее. Он запирает материк, превращая его в карантинную зону. И это расследование не про пингвинов и не про таяние ледяных шапок. Это расследование о том, что вынудило самые сильные державы мира панически бояться последнего неизведанного континента. Что они нашли там, и почему так упорно стараются скрыть это от нас? Вопрос не в том, почему нам якобы не дают изучать Антарктиду. Вопрос в том, что произойдет, когда скрывать станет невозможно. Но прежде чем мы углубимся в основную часть, просим о небольшой поддержке. Ваш лайк и подписка будут для нас огромной благодарностью. Спасибо. Итак, наше расследование начинается не на Земле, а в 400 километрах над ней в стерильном пространстве космоса. 2006 год. 2 спутника-близнеца НАСА, миссия Грейс, эксперимент по исследованию гравитации и климата. Их имена — Том и Джерри. Они не делают снимков, они слепы. Их задача — взвешивать планету. Они движутся по одной орбите на расстоянии 220 километров друг от друга и фиксируют изменения этого расстояния с точностью до микрона. Когда первый аппарат проходит над зоной повышенной гравитации, горой или иной массивной структурой, он слегка ускоряется, расстояние меняется, приборы это регистрируют. Так составляется карта гравитационных аномалий Земли. Обычно карта вполне предсказуема. Горы тяжелые, океанские впадины легкие. Но когда Том и Джерри пролетают над Восточной Антарктидой, над областью, известной как Земля Уилкса, происходит нечто, что заставляет инженеров в Хьюстоне вновь и вновь перепроверять свои расчеты. Приборы фиксируют огромный маскон, концентрацию массы. Под 3-километровым льдом в пустынной зоне лежит что-то невероятно плотное и тяжелое. Масштабы поражают. Диаметр около 320 километров. Внутри аномалии еще более плотное ядро, идеально круглое, около 50 километров шириной. Ученые НАСА быстро выдвигают объяснение. Элегантное, логичное и одновременно пугающее. Они утверждают, это гигантский ударный кратер. Остатки астероида вдвое крупнее того, что уничтожил динозавров. Датировка — около 250 миллионов лет назад. Пермско-триасовое вымирание — эпоха, когда исчезло до 96% морских организмов. Это само по себе открытие столетия. Но здесь возникает «но». Данные Грейс показывают массу, они не показывают форму. Версия о кратере — лишь теория, основанная на совпадении с гигантским разломом, породившим Австралию. Однако существует и иная версия, гораздо тревожнее. Маскон означает концентрацию массы. А что, если эта масса не просто уплотненная порода? Что, если это сам объект? Если 250 миллиарда лет назад нечто огромное, металлическое, сверхплотное, не просто ударило в Землю, а пробило кору и осталось там. Погребенное под 3-километровым льдом,
Это звучало бы сумасшествием, научной фантастикой, если бы не контекст, если бы не то, что происходило в этом секторе десятилетиями раньше. И если бы не то, что за все время никто так и не осмелился пробурить лед в земле Уилкса. Формально это слишком сложно и дорого. Неофициально зона, как и многие другие, находится под негласным запретом. Они нашли магнит и боятся прикоснуться. Чтобы понять страх, нужно вернуться в прошлое, начало XX века. Антарктида — последняя белая точка на карте. Гонка Амундсена и Скотта в 1911 году. Это не просто соревнование, это борьба за территории. Каждая экспедиция вонзает флаг в промерзшую землю, заявляя права на сектора, зачастую превышающие их собственные страны. Британия, Норвегия, Франция, Австралия делят континент как пирог. И тут появляется игрок, опоздавший к разделу. 1938 год, год до начала Второй мировой. Нацистская Германия, одержимая идеями технологической сверхсилы, мистики и поиском жизненного пространства, отправляет в Антарктиду секретную экспедицию. Это установленный факт. Операция «Новая Швабия». Из Гамбурга выходит корабль «Швабенланд». Не просто судно, а плавучая авиабаза «Катамаран», запускающая десятитонные гидросамолеты «Борей» и «Пассат» с помощью паровой катапульты. Командует капитан Альфред Ричер, опытный полярник. Официальная цель — абсурдно — обеспечение китобойного промысла для производства маргарина. В 1938 году, на краю мировой войны, маргарин. Настоящая же цель — захват территории. Самолеты Люфтваффе совершают 15 вылетов, снимают более 600 тысяч квадратных километров, сбрасывают тысячи вымпелов со свастикой, называют эту землю Новой Швабией. И находят нечто странное. Оазис Ширмахера, участок без льда площадью 35 километров. В сердце ледяного щита десятки пресноводных озер, температура выше окружающей на 10-15 градусов. Ричер сообщает в Берлин. Задача выполнена. Но что они действительно искали? Вот где факты заканчиваются и начинаются догадки. После войны пошли слухи о базе 211, тайном убежище в теплых пещерах под оазисом Ширмахера, о том, что избранные нацистские части с некими чудо-технологиями ушли туда на подлодках. Это можно было бы считать фантазией, если бы не события 1945 года. Война окончена, Германия капитулировала в мае, но в июле и августе в аргентинский Мар-дель-Плата прибывают две подлодки — У-530 и У-977. Экипажи сдаются. Это необычные лодки, это тип 21, самые совершенные субмарины своего времени, способные неделями не всплывать. Идеальный транспорт для тайной миссии. Журналы пусты, показания туманны, они утверждают, что патрулировали. Однако слухи говорят иное, будто они высадили кого-то в южных широтах, возможно, в Новой Швабии. Все это можно было бы забыть, если бы не реакция союзников. Они поверили. 1946 год. Год после самой кровавой войны в истории. США, истощенные боями, демобилизующие армию, внезапно в срочном порядке снаряжают крупнейшую военную экспедицию, когда-либо отправлявшуюся в Антарктиду. Не научную, а именно военную. Операция «High Jump». Оперативная группа 68. Руководит не ученый, а легендарный адмирал Ричард Бёрд, полярный герой, первый, пролетевший над обоими полюсами. В составе группы 13 кораблей, авианосец «Филиппин-Си», флагман «Маунт Олимпус», эсминцы, танкеры, ледоколы.
4700 человек, десятки самолетов. Официальная цель — тренировка персонала и тестирование техники в экстремальном холоде. Звучит нелепо. Зачем тренировать войска там, где нет врага? Если только враг там не был. Экспедиция планировалась на 6 месяцев — лето и осень. Но была свернута в конце февраля 1947 года, спустя всего 8 недель. Свернута в спешке, с потерями. Официально разбился самолет PBM George One. 3 погибли, 6 спасены через 13 дней. Несчастный случай. Неофициально же в секретных рапортах упоминались неопознанные объекты, столкновения, потеря нескольких самолетов и десятков людей в воздушных боях. И самое удивительное — слова самого Бёрда. Не в отчетах, а в интервью чилийской газете «Эль Меркурио» 5 марта 1947 года. Журналист Ливан Атта процитировал адмирала. «Соединенным Штатам необходимо принять меры защиты от воздушного врага, приходящего с полюсов». Он говорил, что в будущей войне США могут быть атакованы аппаратами, способными пересекать планету от полюса до полюса с невероятной скоростью. Кто был этот враг? Оставшиеся нацисты с необычными технологиями? Или нечто хуже? По возвращении Бёрда вызывают на закрытые слушания в Конгресс. Протоколы засекречены до сих пор. Операция «High Jump» не была тренировкой. Это была зачистка, и она провалилась. Армада, победившая Японию, отступила перед неизвестной силой в Антарктиде. Затем тишина на 10 лет. Мир вступает в холодную войну, Берлинский кризис, Корея, угроза ядерной катастрофы. И вдруг в 1957 году объявляется Международный геофизический год, якобы глобальная научная инициатива по изучению Земли. И основное внимание внезапно приковано к Антарктиде. Страны, еще недавно готовые уничтожить друг друга, начинают сотрудничать. США строят станцию Амундсен-Скотт на Южном полюсе. СССР строит станции. Восток и полюс недоступности, самую далекую точку континента. Советская экспедиция достигает ее в 1958 году, остается там всего 12 дней и спешно эвакуируется, оставив оборудование и бюст Ленина, обращенный в сторону Москвы. Станция до сих пор погребена под снегом. Что они там увидели? Международный геофизический год был не исследованием, разведкой. Обе сверхдержавы, напуганные докладами Бёрда, использовали науку как прикрытие, чтобы понять, с чем сталкиваются. И найденное пугало еще сильнее, настолько, что они пошли на немыслимое. 1 декабря 1959 года, Вашингтон. Разгар холодной войны, 2 года после запуска первого спутника, 2 года до Карибского кризиса. 12 стран, включая США и СССР, подписывают договор об Антарктике. Подумайте о парадоксе. 2 врага, держащие пальцы на ядерных кнопках, внезапно заключают мир на одном из самых богатых ресурсами континентов. Статья 1. Материк используется только в мирных целях. Любые базы, маневры и испытания оружия запрещены. Статья 4. Все территориальные претензии замораживаются. Статья 5. Запрещены любые ядерные взрывы и захоронения радиоактивных веществ. Зачем отдельно запрещать ядерные взрывы? Возможно, рассматривалась попытка стерилизовать что-то или добраться до чего-то глубоко под льдом. И главное, статья 7. Право тотальной инспекции. Любая страна может без предупреждения отправить инспекторов на любую иностранную станцию. Никто не может отказать. Это недоверие, это взаимное недоверие, узаконенная паранойя. Ты проверяешь меня, потому что я точно проверю тебя.
Договор — не символ сотрудничества, а пакт сдерживания. Они решили не делить континент, потому что боялись того, что случится, если кто-то получит доступ к тому, что там скрыто. Договор 1959 года — не ключ к миру, а замок на двери, которую человечество боится открыть. Сегодня Антарктида будто бы открыта для туристов, но это иллюзия. Туристов возят по строгому маршруту на Антарктическом полуострове. Шаг в сторону невозможен. Весь континент — зона ограниченного допуска. А есть зоны абсолютно закрытые — ASPA, особо охраняемые районы, якобы для защиты уникальной флоры и фауны, мхов или бактерий. Чтобы получить доступ, нужно разрешение всех участников договора. Фактически невозможно. Среди них зона 111, оазис Ширмахера, место немецкой экспедиции. Закрыто. Зона 101, водопад Тейлора, та самая аномалия, много лет вводившая ученых в ступор. Кровавый водопад — не миф. Пятно красного цвета на леднике Тейлор. Долго считали, что это водоросли. Но оказалось иначе. Это выход древней соленой воды, изолированной 2 миллиона лет. Она насыщена железом. На воздухе оно ржавеет, окрашивая поток. Но главное, он доказал — Антарктида не мертва. Под льдом гигантская система водоемов, соединенных между собой, и в ней есть жизнь. Потом появились спутниковые снимки и пирамиды. Несколько лет назад Google Earth показал в горах Элсуорт 3 массивных пика правильной формы. Геологи объяснили. Это нунатаки, вершины скал, обточенные ветром и льдом. Но идеальность линий породила вопросы. Мы не утверждаем, что это строили люди. Но что, если эрозия оголила контуры того, что существовало до ледников? Однако самая большая тайна — не структуры, а жизнь. Под станцией «Восток», в самом холодном месте Земли, советские и российские исследователи обнаружили под 4-километровым льдом огромную полость — озеро Восток. Пресноводный гигант размером с Онтарио, площадь около 15 тысяч квадратных километров, глубина — до 1 километра. Оно изолировано от мира как минимум 15 миллионов лет. Это не озеро, это капсула времени, самостоятельная экосистема. Десятилетиями российские ученые бурили лед, используя специальный керосин, чтобы скважина не замерзла. Международное сообщество все это время требовало остановить бурение. Вы загрязните реликтовый мир. Или боялись обратного. Что реликтовый мир загрязнит нас? 5 февраля 2012 года бурение достигает воды. Давление было таким огромным, что вода, перенасыщенная кислородом, взметнулась по шахте и замерзла, образовав ледяную пробку. Ученые подняли керн, первый образец реликтовой воды. И началось странное. В первых образцах обнаружили ДНК, но необычную. Руководитель экспедиции Валерий Лукин осторожно говорил о экстремофилах. Но лаборатории нашли более 3500 уникальных генетических последовательностей. Большинство — бактерии, но некоторые не совпали ни с чем известным. Проскользнули сведения о ДНК многоклеточных, рачков или иных организмов. А затем тишина. Программу бурения сворачивают. Финансирование исчезает, информация прекращается. Озеро снова запечатывают. Официально, ради сохранения экосистемы. А неофициально. Может быть, ради нашей безопасности. Что, если 15 миллионов лет изоляции породили нечто, к чему у нас нет иммунитета? Что, если Антарктида — гигантская чашка Петри? И договор
1959 года был подписан, чтобы не выпустить наружу то, что скрыто внутри. Но если вы думаете, что это все старые истории о нацистах и холодной войне, вы ошибаетесь. Самая тревожная загадка происходит сегодня. Проект «Анита» — антарктическая импульсная транзиентная антенна. Детектор на стратостате, парящий на высоте 37 километров. Он ловит нейтрино — призрачные частицы, приходящие из космоса, которые проходят сквозь материю, не взаимодействуя. Но «Анита» фиксирует самые редкие, высокоэнергетические. Они должны прилетать сверху. Но в 2016 и 2018 годах «Анита» зарегистрировала два невероятных события. Нейтрино пришли снизу. Они вылетели из-подо льда. Это невозможно. Земля непрозрачна для частиц с такой энергией. Они должны были столкнуться с веществом в недрах. Единственное объяснение настолько безумное, что его избегали формулировать. Источник частиц находится внутри Антарктиды. Мощный генератор, неизвестной науке, стреляет ими вверх. Сначала считали ошибкой. Но обсерватория IceCube подтвердила — аномалия реальна. Ученые обсуждают стерильные нейтрино, темную материю, все, кроме самого очевидного вопроса. Что, если аномалия связана с Масканом в земле Уилкса? Тем самым объектом, лежащим там 250 миллионов лет. Что, если он не мертв? Что, если он подает сигнал? Антарктида закрыта не потому, что ее берегут, а потому, что ее боятся. Все ограничения, ширма, маска. Страх перед тем, что нашли нацисты. Перед тем, с чем столкнулся Бёрд. Перед тем, что живет в озере Восток. Перед тем, что излучает нейтрино. И перед тем, что лежит под землей Уилкса. Это не одна тайна. Это система. Глобальный карантин, установленный в 1959 году, чтобы удержать человечество подальше от того, что может его уничтожить или изменить навсегда. Но ледяной купол Антарктиды тает. Тает невиданными темпами. То, что скрывалось веками, начинает проявляться. Тайны, хранимые 250 миллионов лет, не могут оставаться скрытыми. Договор пытался удержать людей, но не удержит климат. Ледяная тюрьма трескается, занавес падает. И главный вопрос теперь не «что они скрывают», а «что мы будем делать, когда это проснется?» Или когда это найдут те, кто никогда не подписывал никаких договоров. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.